Всем привет! Немцы, бельгийцы, французы. До революции европейцы не боялись вкладывать свои деньги в экономику нашего города. Благодаря их стараниям в Харькове появился такой вид общественного транспорта, как конка. Иностранцы открывали заводы и строили целые жилые районы. Кто-то из иностранных подданных становился миллионером, кто-то оставался ни с чем. История Новой Баварии началась в конце XIX века, когда на территории деревни Григоровка уроженец королевства Бавария Франц Гершгеймер открыл медопивоваренный завод. Место было выбрано не случайно. Дотошный немец целых 17 лет искал такую локацию, где была бы чистейшая вода. Штат рабочих первоначально насчитывал 66 человек. Техника, технологии и сами пивовары были привезены из Баварии, поэтому очень скоро завод стал крупнейшим и лучшим в Харьковской губернии. Через несколько лет начала работу железнодорожная станция, которая, как и завод, получила название «Новая Бавария». А когда в Новой Баварии разбили парк, место стало пользоваться большой популярностью у горожан. Здесь можно было послушать музыку и, конечно же, выпить местного пива, а в качестве закусок к пиву подавали баварские колбаски. Начало 20 века стало для этого пригородного района Харькова золотой эрой. Близость к городу и наличие железной дороги послужило толчком к строительству в Новой Баварии дачных поселков. После революции завод был национализирован. Он вошел в состав государственного пивного треста под названием «Пивзавод номер 3». В конце 1920-х годов власти попытались придать району коммунистическое название, переименовав его в Красную Баварию. Но эта затея провалилась. Народ по-прежнему именовал Баварию Новой, а не Красной. В наши дни Октябрьский район Харькова в ходе декоммунизации получил название Новобаварский район. В 1851 году в Харьков прибыл 23-летний уроженец немецкого княжества Вюртемберг. В наш город Максимилиан Гёльферих прибыл практически нищим. Несколько десятилетий спустя он станет одним из богатейших людей Харькова. Достаточно многочисленное немецкое землячество хорошо приняло своего соотечественника и помогло ему обустроиться. Он решил занять ту нишу, которая в скором времени обещала дать большую прибыль – сельскохозяйственное оборудование. Первое время он был торговым представителем нескольких иностранных компаний по продаже сельскохозяйственной техники. В 1875 году Максимилиан открыл слесарную и кузнечную мастерскую. Через 6 лет предоставил городской администрации план на открытие чугунолитейного цеха. Скоро завод стал выпускать готовую сельскохозяйственную продукцию. Завод рос как на дрожжах. Количество рабочих за первые 5 лет увеличилось в 2 раза. В конце века Гёльферих создает акционерное предприятие товарищества Гёльферих-Саде. Скоро отделения товарищества открылись и в других городах. В 1918 году завод был национализирован. На нынешней улице Черноглазовской, ранее маршала Бажанова, у Горбатого моста еще одним немцем Карлом Трепке в 1868 году был основан завод, который занимался производством машин для сельского хозяйства. Здесь располагался сам завод, сараи и здания, в которых жили рабочие. Это предприятие стало одним из главных конкурентов завода Гёльферих-Саде. Ближе к концу XIX века, когда бизнес Трепке разросся, он построил чугунно-литейные и механические заводы. На его предприятии изготавливались сеялки, молотилки и многое другое. Однако со смертью Карла завод понемногу приходил в упадок.
Сыновья Требке перед самой Первой мировой войной продали детище своего отца. За 10 лет до открытия завода Гёльферик-Саде в Харькове уже работало предприятие, которое специализировалось на производстве земледельческих машин. Его основателем был также выходец из германских земель саксонец Эрнест Мельгазе. Начало карьеры Мельгазе чем-то напоминает истории современных бизнесменов, вроде Стива Джобса или Билла Гейтса. Он начинал в маленькой мастерской с 2 помощниками. Скоро Эрнест выпустил первую молотилку, а также изобрел двухлемешный плуг. За почти 40 лет его завод произведет более 20 тысяч этих сельскохозяйственных орудий. Кроме того, завод выпускал конные молотилки, сеялки, конные приводы, жатвенные машины. В масштабах производства Мельгазе уступал своему конкуренту. На его заводе работало 58 человек. После смерти Эрнеста семейное дело продолжил его сын Владимир. После революции национализированный завод объединили с заводом Гёльферик-Саде в единое предприятие под названием «Серп и молот». До конца позапрошлого века в Харькове не было общественного транспорта. Те, кто мог позволить себе, владел собственным экипажем. Люди победнее пользовались услугами извозчиков. Большая часть харьковчан передвигалась на своих двоих. Но город рос и развивался. В 1881 году в городскую думу Харькова поступило сразу несколько проектов строительства конной железной дороги. Городская власть выбрала франко-бельгийский проект Клемана Боне и Эдуарда Отле. С ними был заключен контракт на концессию на строительство и эксплуатацию конно-железной дороги. По истечению срока концессии 42 года конка должна была перейти в собственность города. Первый маршрут был открыт в сентябре 1882 года. Он начинался на железнодорожном вокзале и проходил до Конной площади. Со временем появились еще 2 маршрута. Они связывали Москалевку и Заиковку с центром города. Транспорт оказался очень популярным. Вагоны конки в прямом смысле слова были забиты пассажирами. Переполненность вагонов беспокоила харьковские власти. Они обращались к концессионерам с просьбой открыть новые маршруты. Однако бельгийцы посчитали это излишними тратами. В 1906 году появился первый маршрут электрического трамвая. К 1923 году конка была полностью электрифицирована. По ее рельсам стал ходить электрический трамвай. В самой середине XIX века прусский купец по имени Адольф Даре в Харькове открывает магазин канцелярских принадлежностей. Даре торговал бумагой, чернилами, кистями и перьями. Очень скоро немец освоил и книгопечатный бизнес. Дело Даре разрасталось, и он смог открыть еще один магазин в самом центре на Николаевской площади. Типография, кроме канцелярских книг, стала печатать первые в городе фотографические открытки и альбомы с видами городов, в том числе и Харькова. С началом Первой мировой войны типография Адольфа Даре была продана торговому дому Суханов и Иванов. В нашем городе шведский дворянин Александр Эдельберг появился в 1850 году. Уже в следующем году он открыл механическую мастерскую. Швед занимался изготовлением оптических, геодезических и других приборов. В его собственном магазине продавались физические, хирургические и астрономические инструменты. Магазин стал настоящим музеем новинок механики того времени. Самый большой вклад в развитие строительства Харькова Эдельберг сделал в 1861 году. Он лично заказал в Париже городские часы
и установил их на Александровскую часовню Успенского собора. Уроженец Греции Герасим Мусури долгое время работал управляющим цирка братьев Никитиных. В начале 20 века грек получил деньги на покупку земли, после чего решил уйти от Никитиных и построить новое огромное здание цирка. Оно было рассчитано почти на 6 тысяч человек. Харьков стал единственным городом, в котором было целых 2 стационарных здания цирка. Однако большинство цирковых труп, узнав, что Мусурий построил здание за счет обмана, отказались в нем выступать. Проект провалился, и Мусури был разорен. С конца 20 века бывший театр Мусури находится в аварийном состоянии. Кинематограф подарил миру 2 брата-француза. В Харькове первый специально оборудованный зал для просмотра фильмов тоже создали братья из Франции. Их фамилия Бомер. Кинотеатр братьев Бомер открылся в Харькове в 1908 году в 2-этажном здании на улице Екатеринославской. Первый этаж – это сам зрительный зал почти на 400 мест, второй этаж – холл, где можно было подождать начала сеанса. Специально нанятый оркестр развлекал публику музыкой. Братья Бомер стали не только показывать кино, но и снимать кинохронику. Занимались они и продажей оборудования для кинотеатров. С приходом к власти большевиков братья Бомер свернули свою работу. Однако кинотеатр продолжал работать и в советское время, правда под другим названием. В наше время кинотеатру вернули историческое название.